Итак, всем добрый день, друзья мои. Вот уже с утра подготовила все и никак не могу снять. То одна работа, то вторая, то звонят, то пишут. Ой, одним словом, я как Левитан. Я и тут, я и там. Точнее, я как Фигаро. Но поскольку новости уже обнадеживающие со всех фронтов, очень много, конечно, трудного сейчас. 2020 год, если что, если через несколько лет включите этот видеоролик. Самый тяжелый год в истории человечества, наверное, и самый хороший. И в этом смысле, и в другом, понимаете? Этот год одной рукой отнимал, другой рукой давал, поэтому и мать, и мачеха, собственно говоря. Ну вот, время уже перейти вплотную к своим работам, делам. Продолжаю заговоры для здоровья. Наверное, назову немножко по-другому, чтобы вы могли отличить, потому что есть у меня уже видеоролик «Заговоры для здоровья». И эти все заговоры, маленькие ритуалы, которые имеют не менее могущественную силу, чем ритуалы посерьезнее, они помогают. Просто здесь маленькие они. Почему? Потому как, когда у тебя голова болит, естественно, ты не будешь алтари накрывать, да, свечи разноцветные ставить, статуи. Понятное дело, что тебе нужна будет помощь сиюминутная, быстрая, и это заговоры, шепотки, маленькие ритуалы, которые вам помогут сиюминутно избавиться от головной боли. Итак, если у вас застой крови, вот плохо функционирует кровь по организму. Знаете, есть люди, которые, скажем, с лишним весом, есть люди малоподвижные, есть люди инвалиды, мало ходят. Есть люди, просто у них работа связанная с тем, что они долго сидят, то есть малоподвижная работа. Одним словом, а есть просто с возрастом кровь плохо функционирует, особенно конечности, и начинает, скажем так, холод. От чего человек не греется? Потому что у него кровь уже плохо функционирует, не греет. Головные боли, поскольку вот это вот застой крови, сгустки крови, которые остаются в голове и создают различные, скажем, препятствия, различные причины для боли, для, знаете, иногда такое ощущение, как голову берут в тиски и так далее. В общем, заговорить кровь, чтобы кровь у вас функционировала постоянно. От крови очень зависит ваше здоровье. У нас есть заговор менять состав крови, исцелить кровь можете провести. Он замечательно работает. Есть еще ритуал перекинуть на жабу болезнь. Замечательно работает. Многие люди пишут, что они забыли вообще про позвоночную грыжу. Они забыли про боль суставов, варикоз. Очень хорошо работает. Люди, у которых запущенная форма, они могут несколько раз провести. Но с первого раза работает сразу же. Чтобы вы знали просто. Поэтому возьмите, перекинуть болезнь на жабу. Его можно купить и найти. Если человек хочет оздоровиться, он на все пойдет. Итак. Значит, читать нужно со свечой. Нужна свеча и вода. Воду нужно поставить на стол или на алтарь. Свечой вы проходите, естественно, не задевая кожу, вот проносите свечу в тех местах, где у вас обычно застывание крови, болит. Или над головой крутите, над руками, вот руки не имеют, да? Спина можете немного таким образом, возможно, руками так провести.
ноги обычно варикоз, там бывает проблемы с кровью. Или можете просто общее оздоравливающее вот встать и просто свечой сверху донизу себя вот так вот проводить, то есть полностью. Потом нужно ставить эту свечу догореть. Проводите, читайте 6 раз. Потом свечу ставите догореть и эту воду пьете. Время от времени проведите это, когда обновляется кровь, уходит угревая сыпь, обновляется кожа, улучшается цвет лица, потому что со временем мы бледнеем, даже цвет глаз начинает светлее становиться. Вообще много чего у нас меняется, естественно. После 24 наши клетки уже не делятся, а идут на отмирание, то есть вымирает уже организм. Итак, индо, что означает, отныне, присно, с этой минуты. Это старинные слова. Читаем. Индо, веки и век по веку. Даю тебе указ и святой приказ. Мать руда, жильная, телесная, подкожная. Руда, мать, играй, стареть не давай. Жилу очищай, силу обновляй, мозг проясняй, тело оживляй, руки и ноги, печень красную, сердце ретивое, руда, мать, играй, грей и согревай, стареть не давай, ключ, замок, язык. Читаю по одному разу, поскольку мне времени не хватит, мне еще много нужно вам давать. Это на обнов крови, сила крови от застоя, от, скажем так, отмирания конечностей, от плохой функции крови. От этого и головокружение, и головные боли, от этого и ноги не имеют, и болят, и вообще. Это первое. Вот так сделали. Можете делать несколько дней подряд. Обычно после первого раза легче становится. Вообще в неделю несколько дней подряд это можно делать. А потом дайте себе отдых. Но обновляйте, повторяйте, потому что, естественно, с кровью, сами понимаете, манипуляции должны быть все время обновлены. Кровь – это такое дело, она все время функционирует, все время обновляется, все время создает себе проблемы, поэтому ее нужно время от времени, скажем, грубо говоря, подгонять, да, напоминать, активизировать. Дальше, от зубной боли. Или когда десны болят. У некоторых бывают проблемы зимой, начинают десны кровоточить, болеть и прочее. Соль. Сыпите соль на платок. Значит, на соль заговаривайте 6 раз. Потом, узелком нужно завязать и прикладывать к тому месту, которое болит или которое кровоточит. В день сделайте несколько раз. Зубная боль пройдет, проверено уже не раз. А если десна кровоточат, со временем перестанут кровоточить, то есть они начнут оздоравливать. Соль в себя стягивает это все. А потом просто выкиньте соль в мусорку. Никому не давайте коснуться, кроме себя. Иначе перейдет на этого человека. Итак, на море, на океане, на острове Буяне стоит черный замок. В том замке живет чертовица, темная девица. Через соль всякую боль забирает. Бери, чертовица, черная девица, к себе боль зубную. Через эту соль тебе боль, а мне жизнь без боли. Истинно так. Стоит черный замок. На море, на океане, на острове Буяне стоит черный замок. В том замке живет чертовица, темная девица. Через соль всякую боль забирает. Бери, чертовица, черная девица, к себе боль зубную через эту соль. Тебе боль, а мне жизнь без боли. Истинно так. Несколько раз в день можете провести. Она меньше станет, зубная боль меньше, а потом полностью исчезнет. Но, естественно, если проблема есть, нужно к врачу, потому что это тянуть нельзя. Зубы ближе всего расположены к мозгу. Иногда могут создать очень такие проблемы. Но проверено вот этот заговор, я давала нескольким людям.
если есть определенные, извиняюсь за подробности, но здесь нужно говорить, гнойные какие-то, скажем, накопления, бывает, что вот просто опухает десна и невыносимая боль именно из-за того, что гной накапливается. Да? После этого заговора в течение дня оно лопается, естественно, гной выходит, и человек отдыхает, боль проходит, потому что в основном гнойные отложения дают вот эту боль, маленькая киста, которая обычно бывает на десне. Это у всех было, все проходили это, поэтому я думаю, что понимаете, о чем речь. Если у вас кровотечение или если у вас рана все время кровоточит, не заживляется, читать нужно, читать нужно стоя у окна, неважно какое время. Абсолютно неважно, днем, ночью, когда у вас начинается это кровотечение. Или если у вас кровоточит рано и никак не останавливается. Можно читать на себя, можно читать для своего ребенка, кстати говоря. Да, вот эти вот заговоры можно и для себя читать, и для своего ребенка читать. Вот это вот. Ну, ребенка попросите встать лицом к окну, к свету, и читайте. Читать нужно 11 раз. Руда красная, к тебе обращаюсь. Пусть тебе прикажут утренняя заря Марьяна, вечерняя заря Маримьяна, матерь сыра земля, Пальяна, вот так и называется, синее море Елена, руду унимают, поток крови закрывают, стоит кровь, свершилось. Почему дается имена? Персонализация называется. Имена определенным сущностям, силам природы. Испокон веков, издревле так делалось, называлось, то есть давали вот определенную, знаете, такую материальность, чтобы представить, суметь, потому что есть сюрреальность, я вам говорила, мы представляем в голове, а потом это в жизни происходит. Откройте, посмотрите «Тайны заговора», я там все объясняю, чтобы по новой не говорить. Еще раз читаем. Руда красная, к тебе обращаюсь, пусть тебе прикажут утренняя заря Марьяна, вечерняя заря Маримьяна, мать сыра земля Пальяна, синее море Елена, руду унимают, поток крови закрывают. Стой, кровь. Свершилось. Стой, да. Я переписываю иногда, не очень сама могу потом перечитывать. Следующее. Если болит ухо, возьмите кусочек ткани, желательно чистой, естественно, белой ткани, накапайте туда воск. Вот свежий воск, настоящий воск, вот такой обычный воск. Прям накапайте так, чтобы вот этот теплый воск аж закрыл. Потом сверните вот этот воск. Если он слишком выходит наружу за ткань, значит, еще одной тканью обмотайте. И сделайте такой, как он, кулечек, вот так вот. И засуньте в ухо. То есть суньте так и держите. Если там отит, он прорвет отит, то есть гной, опять же, откроет, и оно выйдет. Если просто боль, оно через некоторое время начнет очищать, то есть вот все, что там накопилось, начнет выходить и прочее, прочее. Но самое главное, что у вас боль пройдет и сойдет там, если там опухоль, если там гнойник и так далее. Неважно, по какой причине болит, да. Может, вы просто простыли, и поэтому от простуды тоже болит ухо, особенно у ребенка. Вот то же самое говорю. И себе можно делать, и ребенку. Накапать воск, значит, свернуть так рулетиком или кулечком, сунуть вот эту трубочку в ухо, которая болит, и читать столько раз, пока боль не утихнет. Обычно утихает боль после 6-7 раза. Воск мне, брат, силой богат, вытяни боль, как рыбак из реки рыбу тянет. Заклинаю. Воск мне, брат, силой богат, вытяни боль, как рыбак из реки рыбу тянет. Заклинаю. Когда это все закончится, воск просто выкиньте. В этих случаях откуп не нужен, поскольку это
отдача вашей энергии. Энергии радости, энергии, вот, скажем так, положительной. Если у вас постоянно болит сердце, лучше провести этот ритуал. Он улучшит кровообращение сердечное, он откроет вот эти желудочки сердечные, которые иногда сужаются, или клапан сердечный, сердце начнет лучше работать. А если у вас просто плохо стало, ну вот, естественно, этот заговор у вас будет под рукой, или откроете, например, в телефоне заговор для здоровья внизу, прочитайте, и боль отпустит. Но если у вас болит сердце, лучше это делать вот каждое раннее утро встаете, зажигаете восковую свечу, читайте 6 раз, свечу потушите, сохраните для следующего раза. Когда она полностью догорит, просто выкиньте. И так 6, значит, утренних таких ранних времени читайте, 6 дней, 6 раз по утрам. Вам станет легче. Время от времени это можно повторить. Или когда у вас схватывает сердце или болит. Если сердце схватывает, болит у вашего близкого человека, можете начитать. Но рука должна быть его. Правая рука должна быть в области сердца. Утром встаете, правая рука в области сердца. Зажгли свечу, поставили, встали возле окна, читайте 6 раз. Потушили свечу, спрятали. 6 дней к ряду. А если просто от сердечного приступа или боли, значит, прижать правой рукой, естественно, место, где сердце, да, сердце прижать, грудную клетку, ну, в общем, прижать, и читать 6 раз. Отступит, сразу же отступит. Человеку станет плохо, тут же прижмите его руку к сердцу и прочитайте. Но здесь, конечно, называя не мое, а твое. Сердце, хозяин моей крови, ты телом моим правишь. Отныне ты, сердце, не болишь, не колешь, не давишь, ни днем, ни ночью, ни дома, ни вне дома. Сердце, ты колокол моего храма. Сколько мне жить суждено, столько и тебе звенеть и здравствовать дано. Да будет так. Еще раз. Сердце, хозяин моей крови, ты телом моим правишь. Отныне ты, сердце, не болишь, не колешь, не давишь. Ни днем, ни ночью, ни дома, ни вне дома. Сердце, ты колокол моего храма. Сколько мне жить суждено, столько и тебе звенеть и здороветь дано. Да будет так. Проведите это, если у вас с сердцем проблемы, одышка и прочее, прочее. Проведите. И вы заметите, насколько улучшится ритм сердца и работа сердца. Если у вас болят ноги, лавр. В Древнем Риме лечили лавром. Считалось, что дым лавра вообще, он священен. Значит, берете лавр, зажигайте лавр. Знаете, как можно сделать? Можно несколько штук просто взять каким-нибудь приспособлением или, может быть, какой-нибудь штучкой. Знаете, такое продают, где благовоние можно положить, индийские такие. И как бы или чаша, или в чаше сжечь и вот так вот водить вокруг ноги. Единственное, здесь разрешается немного добавить спирт, чтобы лавр горел долго. И припаситесь, естественно, еще там лавровыми листьями и спиртным, чтобы чуть-чуть добавить, снова там лавр. Это вылечит ваши ноги и надолго вылечит. Есть еще, где для здоровья даю, где нужно помыть ноги, наговорить и вылить на перекресток. Абсолютно проходит. На очень долго проходит, по крайней мере. Варикоз, вообще все начинает уходить. Здесь, значит, нужно вам 13 раз читать, запаситесь лавром, достаточным количеством, и можете спиртным. Значит, берете определенное количество листочков, кладете туда, наливаете сверху водку или спирт, зажигаете, вот он начинает, значит, гореть, и вы подводите, снимите, естественно, все, ритузы и прочие, ноги должны быть голые,
и проводите вот по ногам, снизу вверх, сверху вниз, неважно, окуривайте ноги практически. И читайте 13 раз. Когда это все будет, все сгорит, весь лавр, да, это все собирайте в черную материю или в старую рубашку какую-нибудь, завязывайте, значит, узлом и выносите под дерево, оставляйте с 13 монетами. И говорите: отныне мои ноги от оков освобождены, откупаюсь. И уходите. А читать нужно следующее. Лавр священный, боль в себя тяни, а после гори, в пепел превращайся, а боль моих ног со мной попрощайся. Дух лавровый, укрой мои ноги крыльями, чтобы мои ноги не болели, а суставы не скрипели, а ноги резвые бегали. Истинно так. Еще раз. Лавр священный, боль в себя тяни, а после гори, в пепел превращайся, а боль моих ног со мной попрощайся. Дух лавровый, укрой мои ноги крыльями, чтобы мои ноги не болели и суставы не скрипели, а ноги резвые бегали. Истинно так. Это еще один вам рецепт. Если у вас колики в животе постоянные или у ребенка колики в животе, смотрите, берете 3 чаши или 3 стакана с водой, наливайте просто 3 стакана, заговаривайте на каждый стакан, потом выливайте вместе, и вам нужно не просто пить, а знаете как кусать воду. Вот буквально вот пьете и вот зубами в воде вот так вот покусывая воду. После этого ваши колики прекратятся. И в этот момент прекратятся. И вообще через некоторое время вы перестанете их ощущать. Если у вас просто кишечная, скажем так, функция нарушена. Бывает, что человек ест и сразу начинает прям крутить, понимаете, вертеть. Или колики начинаются, или боль, или там чрезмерная чувствительность, кислотность высокая, неважно, но колики. Называли в древности это грызун или погрызун. Значит, 3 емкости с водой. На каждую емкость заговорили, воду вместе вылили в одну миску. И выпивая, начинаете зубами, вот прям, даже можете зубами хватать чашу. Но чтобы воду вы как бы кусали. Понимаете? Тогда у вас пройдет. Правильно сделайте, чтобы прошло. Грызуха, грызуха, ты мой живот станешь выгрызать, а я тебя буду водой заливать. Грызуха да грызушница, да детки грызуны. Друг за другом собирайтесь и навеки убирайтесь. Вода выйдет, а за ней и болезнь выйдет, заклято. Когда вы это сделаете, через короткое время вам захочется в туалет. И сразу же, как только вы пойдете туда, у вас все это выйдет, и эта боль прекратится. То же самое можно делать с ребенком, но с ребенком, который хотя бы соображает. Можно, конечно, и с маленьким это провести. Все равно выпивая коснется зубами, но насколько будет эффект, не могу сказать. Нужно, чтобы ребенок понимал, что когда пьешь, вот так вот зубками касайся чашки, им даже понравится такая игра, и через некоторое время колики прекратятся. То есть нормализуется кислотность, нормализуется работа кишечника и функция кишечника, вообще желудочного тракта. Еще раз. Грызуха, грызуха, ты мой живот станешь выгрызать, а я буду тебя водой заливать. Грызуха да грызушница, да детки грызуны, друг за другом собирайтесь и навеки убирайтесь. Вода выйдет, а за ней и болезнь выйдет, заклято. И последнее, на сегодня последнее, но потом я буду продолжать, естественно. Кожная чешуя, знаете такое? Вот когда ни с того ни с сего выходит, просто начинает чесаться, а потом как у рыбы чешуя становится неприятная. И самое интересное, потом это место вот прям белое становится, знаете, лысая такая вот, маленький кусок ткани
вашей, естественно, кожи, которая абсолютно без растительности, то есть она выделяется на коже. Есть такая болезнь, как, знаете, такие островки появляются на руках, и некоторые люди прям носят длинные рукава, чтобы не было видно. Настолько это неприятно, особенно если это девушки молодые. Что здесь помогает? Менструальная кровь. Своя или матери. 6 дней кряду. По 6 раз в день надо мазать это место этой кровью. И 6 раз говорить. Через некоторое время это исчезнет. Вот или своя, или матери. Если это мужчина, если он согласится, конечно, чтобы жена сделала это, то можно и мужчине начитать. Или мальчику. Ну, пока он не соображает, может быть, и согласится. Да может и вообще согласиться, потому что бывают моменты, когда человеку, ну вот вообще. Но в случае с мужчинами, если это ребенок до 12 лет, то можно материнскую. Если это мужчина, то только жены. То есть, если он уже женат, только жены. Кровь менструальная. И менструальная кровь, она обладает особой магией, особой силой. Она убирает болезни. И кроме того, что ею делают приворот и прочее, прочее. Но более всего, хотя говорят именно на эту кровь, грешат, скажем так. Но более всего делают именно кровь из пальца. Живая кровь нужна. Менструальная кровь тоже возможно, но не настолько она сильна. Она все-таки кровь уже мертвая, уходящая, понимаете? А здесь живую кровь делает. Ну да ладно. В общем, вот эту кровь 6 раз в день, по 6 дней. В принципе, длится 6 дней у некоторых. Но если не в какую, можно эту кровь хранить в холодильнике. После 3-го дня исчезает, тогда желательно повторить, если у вас цикл короткий. Через некоторое время, в следующий раз повторить. То есть пару раз это делать, пару циклов. И она полностью исчезнет. Через кровь пришла, через кровь ушла, тело очистилось, кровью заклинаю, кровью исцеляюсь. Истинно так заклято. Через кровь пришла, через кровь ушла, тело очистилось, кровью заклинаю, кровью исцеляюсь. Истинно так заклято. И вот эта чешуя, и вот эта проблема с кожей, это неприятная проблема с кожей, которая уродует тело, она исчезнет. Всем удачи. Я сегодня еще должна несколько работы загрузить. Ну, одним словом, в течение дня у меня много планов. Надеюсь, что все получится. Всего хорошего. Да, и не болейте, исцеляйтесь. И не забывайте найти другие мои ролики. Исцеление водой, исцеление кожи, исцеление цветом, заговоры для здоровья и так далее. Я же вам очень много дарила, правильно? И дарю, и дарить буду, потому что это вам нужно. Нужно и вам, и вашим детям, и вообще не на 1 год, не на 1 день, а на века. Так что храните у себя, записывайте, пользуйтесь. И живите тот век, который нам отмерен, по крайней мере, здоровыми и, насколько возможно, счастливыми. Всем удачи!